This is Sergey. We met him begging outside on the street, and he said most of the people he knew had been affected by heroin and crocodile. Очень много знакомых, которые и померли, много знакомых, и моего возраста, и старше меня, и власти не борются, как бы. У нас такие есть, которые им заплатят, да, ну, милиция, полиция, и они закрывают глаза. Крокодил появился вот буквально год, может, полтора назад, и он связан, скорее всего, с тем, что как бы, ну, человек ищет чего-то большего, либо прогрессирует, либо своей доступностью. Скорее всего, своей доступностью, что это пошел в любую аптеку, то есть любой человек, даже бабушка, мальчик, девочка, там, не знаю, и купили свободно, то есть не запрещено это, ни законодательством, ничем. Later that night, Sergey took us on a tour of local pharmacies to show us how easy it is to pick up the ingredients for crocodile. So these are 24-hour pharmacies that are going to. You can do this at any time of the day. Кофетин, муравьиный спирт, тропикамид. Добавляешь бензин, начинаешь готовить, выпариваешь, отжариваешь. Потом выбирают все вот это в шприц и колятся. Не очень сильно гниют потом. Те, кто употребляют наркотик крокодил, если они попадают мимо вены, то они потом очень сильно гниют. Почему наркотик и называется крокодил? Что потом кожа у них похожа на, как у крокодила, шершавая такая. Sergey said he knew someone who could cook the crocodile for us. He promised to meet us again. That was the last time we saw him. Чтобы ты благословил семьи наши, дома наши благословил, город наш благословил во имя Иисуса Христа. Задача дьявола – уничтожение людей. И не важно, чем он уничтожает людей, атеизмом или наркотиками. Alexei is the pastor of an independent church that reforms heroin and crocodile addicts. Наша задача – принести свет в этот город, в нашу страну и во всем мире, чтобы больше людей обрело спасение. Alexei took us to meet his friend, whose family has been destroyed by crocodile. With a drug that can kill its users so quickly, it's very rare to meet survivors. Меня зовут Людмила Ивановна. Это мой сын и мой внук. Ну, сначала все было нормально. Сергей учился, работал и встретил женщину, девушку одну. Она была наркоманкой. И вот стали они колоться. Сергей вот инвалид. Он плохо ходит, плохо разговаривает. Миша получше, но тоже плохо ходит и разговаривает плохо. Когда чуть не умерли. And you've been taking crocodile? Не знаю, таблетки обезболивающие. Их готовить надо. When did you start taking it? Год назад. Мне кажется легко. Мне кажется легко. В интернете вообще. Гуляем. Они здесь же варили, скололись у нас. И я не могла, они мне не давали, чтобы я им не разрешала. I felt quite helpless leaving Ludmila's house, but nowhere near as helpless as she must feel. Her health, home, and family life have been totally destroyed by crocodile, a drug you can just work out how to make with the help of internet forums. President Medvedev has talked about closing down the websites that are providing this information, but the internet seems harder to police than the border. I can't see any way out for these people if they're relying on that.
Drug users are developing new, terrifying ways of consuming opiates faster than the government can decide on any form of policy. The church and the sects aren't the answer, but sadly, they seem to be the best hope these young people have in a city that really does feel like it's been forgotten.今回の映像いかがでしたか？バイスの映像には右上にロゴが出ていると思うんですけれども、そこをクリックでチャンネルの登録ができます。忘れずにしてください。また会いましょう。